Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. В данном видео я хотел бы показать сравнение всех достоинств и недостатков ремейка Resident Evil 4 2023 года с его оригиналом 2005 из имеющегося на данный момент контента, свежего трейлера и геймплея, показанного 21 октября на Resident Evil Showcase. И суть этого видео именно рассмотреть, чем новый ремейк, так горячо ожидаемый фанатами и игроками, может удивить и чем расстроить. И лучше, я думаю, начать с достоинств. Первое достоинство – это дополнительный контент ремейка по сравнению с оригиналом, как пролог начала событий Resident Evil 4, в котором показали и президента, поручающего миссию по спасению своей дочери Леону, да и саму дочку Эшли, которая, судя по кадрам, каким-то чудесным образом на время выбралась из плена, а потом все равно в итоге очутилась в церкви. Еще показали множество расширенных локаций, более большой дом со вступления, и даже новые развилки в деревенской площади. Также примечательно, что продемонстрировали даже возможно нового противника или что-то вроде слуги главного злодея игры Осмонда Садлера, полностью облаченного или облаченную в белое одеяние. Хотя данная персона, может быть, просто эпизодически встречается, является просто неким организатором открытия ритуала жертвоприношения, о котором в ремейке, может быть, нам поподробнее расскажут, в отличие от оригинала. Второе достоинство – это, конечно же, более проработанный геймплей. Леон в переиздании теперь может в любое время, по мановению игрока, тактически приседать. Возможно, даже, как в другом ужастике The Evil Within, в Resident Evil 4 можно будет даже стелсом убивать недругов, подкрадываясь сзади. Также еще стоит обратить внимание на новую механику ножа, который теперь имеет шкалу прочности, функцию самообороны из ремейков первой и второй части, добивание недругов, и даже возможность отбивать практически любые атаки, от голых рук до орудия труда, с даже бензопилой. Также с другими механиками возросла и интерактивность. Многие бытовые предметы теперь не привинчены к полу и динамичны по физике. Их можно двигать, уничтожить, а некоторые даже более хитро использовать против противников. Over here, stranger. Также стоит упомянуть о более проработанном торговце оружия, у которого теперь можно кастомизировать не только пушки, но и теперь, например, нож, от повышения урона до его прочности. Еще стоит упомянуть о более проработанных возможностях атак селян, которые теперь могут не только, как в оригинале, примитивно только бить подручными средствами, напрямую нападать и кидать орудия хозяйства. Что примечательно, что последнее так и не показали. Может, броски предметов в переиздании противники будут осуществлять редко, так как по более проработанному геймплею этих предметов не будет бесконечно у них за поясом, но это пока неизвестно. Но уже видно, что геймплей усовершенствовали настолько, что теперь Гранада могут по-разному нападать на героя, и даже голыми руками. А доктор Сальвадор так вообще теперь может переходить в форму ярости, как огромный бензопильщик с оригинала из локации Waterworld в наемниках. И теперь он в ремейке, как сумасшедший, в более ускоренном темпе может пытаться убить героя, причем разными методами, в зависимости от положения игрока. И что интересно теперь выглядит в переиздании, так это то, что теперь бензопильщик даже может своими действиями ограничивать ширину локаций, загоняя протагониста в более тесные рамки, нагоняя на игрока еще больше напряжения и страха, просто распиливая бензопилой, например, элементы построек. И главное, что теперь радует в ремейке, так это то, что трупы не исчезают.
И все это в отличие от оригинала. Третье достоинство. Конечно, графика в ремейке Capcom не дотягивает из-за более большого количества деталей на экране до уровня другого переиздания, уже Konami, Silent Hill 2 на движке Unreal Engine 5. Но судя по картинке, у игры 2023 года весь графический потенциал движка Ray Engine явно полностью отражен в этой игре, и переиздание выглядит даже лучше второй части 2019 года. Здесь и отличные текстуры с атмосферой, например, редизайна персонажей, и локаций замка, на который просто не перестаешь любоваться, так же как и на анимации движения и гибкости Леона и даже его волос. Также тут натурально отгибается трава при соприкосновении с ней, и правдоподобно двигаются противники и разная живность. Все это не дает усомниться в происходящем в наше время по сравнению с оригиналом, который уже устарел. Четвертое достоинство. Звук в ремейке четверки уже заранее, после анонса и прошлых ремейков второй и третьей части, был включен в список сделанного уже лучше оригинала 2005 года, так как в переиздании используется самый современный бинауральный звук, создающий невероятный эффект присутствия от малейшего скрипа половиц и до работы бензопилы у доктора Сальвадора. И уже имеющаяся к ознакомлению главная музыкальная тема выживания Леона с деревенской площади дает понять, что и музыкальное сопровождение стало проработанней оригинального, не запоминающегося монотонного нагнетания. Сменившись нагнетающей и богатой техномузыкой в стиле темы появления Мистера Икс в ремейке двойки или саундтрека оригинальной второй части. Пятое достоинство – это, конечно же, настоящая атмосфера хоррора в стиле старых частей, и в особенности, я бы сказал, ремейка первой части, с атмосферно заблюренными задними фонами. В ремейке тумана стало больше, и он стал гуще. Еще больше хоррорно нагнетая атмосферу, куда больше искажая и скрывая задний план, чем в оригинальной четвертой части, давая крутую, практически клаустрофобную картинку. Также в ремейке хоррор чувствуется в редизайне противников и в разных более часто встречающихся изуверствах и крови. И все это по сравнению с оригиналом. И на этом список плюсов у ремейка заканчивается, и начинаются недостатки по сравнению с оригиналом. Хоть и кажется для непосвященных, что игра такого уровня, с AAA бюджетом и даже как ремейк, являющимся просто неким повторением оригинала, должен быть их просто лишен. Но Capcom с прошлых ремейков как-то все же сумела, не без недочетов, перенести старые игры на современные системы, например, вырезав тогда часть контента. И эта новость привела в негодование некоторых фанатов. Итак, первый недостаток – это анимации движений. Нет, большинство из них и вправду очень динамичные и натуральные, но некоторые, типа высокого удара ногой, кажутся неуклюжим и не таким эффектным по сравнению с оригиналом. Также анимация отброса противников кажется недоработанной, грубой и однообразной, и это по сравнению нового ремейка с оригиналом 2005 года. Второй и последний недостаток – расхождение канона сюжета и отсутствие в некоторых моментах здравого смысла в переиздании. В оригинале, хоть каким прямым сюжет там и был, все же можно было добиться некой нелинейности, например, спасением собаки с капкана. Которая позже, в отместку от нашего действия, могла прийти к нам на помощь в борьбе Леона против Эль-Гиганта и тем самым упростив прохождение. А в ремейке же, как можно заметить, про данную нелинейность можно забыть, так как собака к нашему приходу уже, мягко говоря, мертва. Но все же я не думаю, что нелинейность в ремейке вообще будет отсутствовать, ведь разработчики могут исхитрить и сделать развилки в других местах. И еще из минусов по расхождению сюжета или его части. Паразит Плага давал даже подчиненному хозяину огромную силу, что позволяло, например, мелким сошкам, как Гонада, бросать Леона одной рукой.
Не говоря даже о бензопильщике, который без нареканий ваншотил за милую душу. А в ремейке же Леон, особо не трудясь, собственноручно убирает руки противника, как будто сильнее, что выглядит странно, из-за того, что в ремейке уже ранее показали, как такой же Гонадо смог одной рукой, как пушинку, выбить дверь. А уже позже Леон, как ни в чем не бывало, спокойно собственными руками отталкивает этих же неприятелей, что, конечно, дает задуматься о хромающем реализме. И еще, например, бензопильщик, судя по мгновенному перепилу толстых подпорных балок, будет тоже как минимум в 3 раза посильнее протагониста, но все же умудряется проиграть Леону от блока ножа. И даже бензопилой перепиливать менее толстую дверь дольше балок, еще с искрами, характерными для металла, а не для деревянной двери, где должны быть опилки. Хотя, может, это просто разработчики не доделали разнообразие шлака. Пока неизвестно. И последнее, что хотелось бы подчеркнуть, это еще одно странное действие, связанное с реализмом. Это отпускание не в тему шуток Леоном. Типа позже выставите мне счет за причиненный ущерб. И этот юмор сразу после того, как у него на глазах сожгли труп знакомого полицейского, сопровождающего его. То есть местами в ремейке юмор не в тему. И это все по сравнению со стареньким оригиналом. И по итогу, после 5 невероятных достоинств у будущего ремейка, который уже делает проект по геймплею хоррору наравне с игрой 2005 года, но не лучше, из-за того, что пока неизвестно, что будет с развитием головоломок. И 2 некритичных недостатка, которые, к сожалению, дают задуматься о гениальности проекта в целом, уже можно на данный момент сказать, что проект получится максимум не хуже оригинала. Причем на этот раз как для фанатов, требовательной хоррор-атмосфере, так и для обычных игроков, которым понравится более проработанный геймплей, хоть и с анимацией на уровне 2005 года. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.